Слышно сильный грохот, как кто-то ломится по кустам. Оружие в руки, нужно быть наготове. Медведь может выйти неожиданно сбоку. Попал. 2 выстрела. Дмитрий бежит в кусты, не видя, куда пошел медведь. Он может напасть в любую секунду. Ну, вышел Мишка. Попал хорошо. 2 раза стрельнул. Можно, конечно, было больше стрелять. Но не хочу. Собаками доберем. Ну все, он лег, по-моему. Я не пойдем. Чего не пойдем? Что ты очкуешь? Сейчас собака дождался. Сейчас охотники скрыты лесом и стоят с наветренной стороны. Медведь продолжает спокойно кормиться. Значит, он еще не чувствует опасности. Но снять хороший выстрел с такой позиции трудно. Поэтому охотники решили зайти сбоку, прямо по тундре, и подойти как можно ближе. Вон я его вижу. Видишь? Однако медведь уже заметил Дмитрия и пристально за ним наблюдает. Сейчас хищник думает, нападать или убегать. Медведь очень умное животное. Стоило Дмитрию лишь на секунду отвлечься, зверь этим воспользовался. Но любопытство все-таки возобладало, и он остановился. Попадание было точным. Медведь лег через 100 метров. Сейчас классический он встал. Прямо в грудак ему стрельнул. Большой медведь. Камчатский медведь. Продолжаем ждать. Отозвался несколько раз,
и замолчал. Целый час он нам голову морочил. Взяли и есть. Это просто потрясающе. Надо иметь такую выдержку, такое терпение. Ну, конечно, хорошего егеря. Просто красавец егерь. Фу. Целое стадо моралов. Но это моралухи с детенышами. А вот и он. Когда охотники подходили, Козерог, стоящий часовым, заметил охотников и пустился на утек. Это очень плохо. Остальные особи отошли к косогору и остановились, наблюдая за чужаками. У Дмитрия есть считанные секунды, чтобы успеть произвести выстрел. Козероги могут в любой момент перевалить через вершину. Промах. Дистанция более 400 метров. Дмитрий заметил движение на другом конце тундры. Этот медведь кажется крупнее первого. Возможно, его привлек запах свежей привады. Дмитрий решил подойти поближе и рассмотреть медведя. Не выдающийся, но явно хороший экземпляр. Сейчас идем. Толчем. Опять не идем нас. Ветер. Пойдем. Все, лег. Вторым попал по месту в сердце. Подкрадываемся к медведю.
уже подстрелили, но он еще шевелится. Подходить к лежащему медведю всегда нужно с крайней осторожностью. Умный хищник может притвориться мертвым и броситься на охотника, когда тот подойдет поближе. Да, вот это когтище. Получилась охота с подхода. Конечно, можно долго рассуждать, легкая это охота или тяжелая. На самом деле везде разные охоты. Этот медведь, он уже пошел в лес, как бы тоже от греха подальше. Но удалось подойти к нему. Ветер был от нас, и добыл я его 2 выстрелами. Первый пришелся в легкие, а второй прямо по месту сердца. Он сразу же лег. Наконец охотники заметили хорошего трофейного самца. — 450 метров. Пока Дмитрий готовился к выстрелу, слева появилось еще 2 самца на дистанции 225 метров. Дмитрий решил не рисковать и выбрать цель ближе. Все, по месту вообще. Кровь прям брызгала. А смотри, вот, стреляй второго. Оба. Все. Я вот это ебашь. Охотники вышли почти к самой вершине. Козероги должны быть через несколько косогоров впереди. По таким склонам идти до них еще несколько часов. Но вот удача. Козероги сами начали движение в сторону охотников. Нужно успеть быстро занять позицию для выстрела, пока они не заметили охотников. Одна группа пошла наверх. Козерогов 20. 2 идут сюда. Пропали. Вон та группа. Сейчас не шевелитесь, только ради бога, Тимка. Вообще не шевелись. Потому что они справа на нас смотрят сверху. А 2 этих пока не видно со скалы. Спугнете мне козерогов. Хана вам. Вот вышли. 2 крупных самца вышли прямо на Дмитрия. Характерный черно-белый окрас говорит о том, что это уже старые, матерые особи. И у обоих козлов шикарные огромные рога. Отличные трофейные экземпляры. Теперь дело за точным выстрелом. Расстояние около 200 метров, ветра нет, условия идеальные. Нужно лишь поймать момент, когда козероги остановятся.
парни вроде бы взял. Один вот здесь вот остался где-то за горой, а второй дальше побежал. Ну это что-то. Поздравляю. Влад, спасибо за охоту. Отличный выстрел. Вообще. Охота – это очень азартное дело. Никогда не знаешь, как все случится и случится ли вообще. В этот раз все случилось в первом же загоне. Две косули вышли справа метрах в 70. Разворот, несколько секунд на прицеливание, выстрел. Вторую решено было отпустить. Охотники пошли по следу раненого зверя, чтобы добрать его. Да, он под камнем 100%. Не лают. Да это не лают, ё-моё, туда. Подожди, следы, посмотрите, куда пошли. Следы вот справа от тебя, Паша, следы. Это твои, да? Надо глянуть на прицеле. Он может и засечь, смотри. Иди туда. Вы же осторожнейте, собачка тоже. Давай обойдем. Давайте все дружно снизу. Серега, Нет, ты вообще не расходи. медведь здесь, медведь здесь, а под камнем. Следы вниз ушли. Все вниз, пошлите. А я на камень зайду. Так, я бы... он вниз пошел, Дим, да, вслед прямо. О, ребята, это другой медведь, стоять. Другой медведь. Есть. Он здесь, а другой медведь. Дима, наготовься. Так, вы давайте снизу, я пошел. Все, здесь, а вон береза. Вон заход. Ребята. Ты немножко уходи. Вот он, смотрите, медведь. Вот он. Ну что, ребята, это Эльдорадо какое-то. Зайцев меньше, чем медведей в этом хозяйстве. Ну дай бог, дай бог. Это просто какой-то... Ой, ребята, станет ведь сейчас, Охотники вабят уже около 3 часов. И никаких признаков лосей в округе. Но вдруг Дмитрий Николаевич замечает какое-то движение. Неужели лось? Или какой-то другой зверь? Действовать нужно быстро. Медведь.
Нужно подойти поближе и оценить трофейные качества. Издалека кажется небольшим. Ого, вот это экземпляр! Самый большой медведь из всех, что встречались охотникам за эти 3 дня. Главное не спугнуть. Но азарт уже берет свое, и Дмитрий ускоряется, чтобы выйти медведю на перерез. Ветки предательски хрустят под ногами. Медведь уже наготове. Нужно стрелять. Два часа ходим, ищем медведя. К сожалению, так мы его найти не можем. Обошли уже, ну не знаю, километра 4-5. Видать, он ушел далеко. Ранение 1 или 2 точно было, но, видать, несерьезное. К сожалению, так бывает. Иногда смотришь, вот она дичь, вот он зверь, ты стреляешь и мажешь. Похоже, что медведя привлекли звуки вабы, и он рассчитывал поохотиться на лосиху. Но вышло, что он сам стал объектом охоты. Его спасла лишь секундная заминка. Все произошло молниеносно. Когда медведь остановился, на выстрел у Дмитрия было около секунды, но она ушла на снятие предохранителя. В этот момент медведь побежал. Попасть в движущуюся цель гораздо сложнее. Я, конечно, мог бы этот эпизод вырезать из этой охоты. Но вы знаете, я делаю фильмы такие, какие они есть. И показываю вам охоты такие, какие они у меня есть. С промахами, с удачными выстрелами, неудачными. Хотя каждый хотел бы, конечно, показывать себя с лучшей стороны, только в удачных каких-то моментах или эпизодах. Но на самом деле в судьбе каждого охотника бывают вот такие досадные промахи. Ну, надеюсь, за это вы смотрите мои фильмы, за то, что я показываю правду, а не наигранность. Да, тут бы пригодились собаки Дмитрия. В этот день охотникам пришлось возвращаться на базу ни с чем. Однако через неделю, после того, как Дмитрий вернулся с Камчатки, «15 минут на сборы, и егеря начинают выгонять зверя.
сожалению, охотник попал не по месту, и косуля ушла с ранением. Егерь сообщил, что собака побежала за подранком и держит его в лесу. Подранок ушел. Собачка дорабатывает. Собачка пострадала в бою. Глаз разбит правый. Молодец. Добор занял буквально полминуты. Пойдем потихоньку. Охота на медведя с подхода с собаками – одна из самых опасных охот в мире. К такой охоте нужно тщательно готовиться. В этом охотхозяйстве медведь поднимается на самую вершину горы и делает берлогу в скале под огромными валунами. Высота горы, на которую поднимаются охотники, около 900 метров. Стреляй еще раз, Дима, он уйдет. Давай, собака. Собаки, стой. Добьем, и так добьем, сами добьем. Мочи его нахуй, пожалуйста. Мишка 6-7 лет. Крупный. Самец. У Дмитрия 2 осечки. Это могло быть роковой смертельной ошибкой. Только после Дмитрий осознал, что был на волоске от смерти. Медведь просто напал, буквально там в 5 метрах прыгнул на меня. Да. У тебя осечка, я после этого бля. Сейчас сделали засаду. Медведь спустился вот здесь, вот 200 метров отсюда. Сейчас поднимается. Либо сюда зайдет, либо в соседнюю ложбину. Зверь скатился в ущелье и попытался уйти. Но был остановлен собаками Анатолий Захарыча. И егерю Алану удалось даже снять работу собак, в том числе 6-месячной суки от Петровича. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай.
Нас привезли, мы залезли, все выставили. Он карабин так заряжает. Не, почему? Патроны есть. Ложит так вот его. Да, ну кладет. И со мной разговаривает. Разговаривает, а я стою в окно смотрю. Я ему говорю, кабаны. А он мне говорит, рано еще. Я говорю, да вон они идут. Он такой, о, точно, тихо. Они вышли так. Побегали. Я говорю, давай побольше которого. Их 2 штуки было. Побольше, говорю, которого. Он говорит, нет, надо наоборот поменьше и в глаз ему попасть. Все, они тут что-то ходили, он целился. Я-то все снимаю. И туда, и сюда его снимаю. Он целился, бах. Поросенок ползет, дрыгался. Второй буквально 3 метра отходит и стоит. Смотрит, этот подрыгался, встал и пошел. Тот его дождался, и они вдвоем ушли. И там как бы лес, а он их ведет типа и говорит, да я ему в глаз попал. Ну и все, они в лес ушли, он говорит, ну сейчас тут лягут. А я дальше смотрю сбоку-то вот так, они один мелькнул, второй мелькнул. Я говорю, так вон они ушли. Он говорит, ты мне не рассказывай, он там лежит. 20 минут мы сидели, он говорит, я пойду заберу. Ушел. 40 минут его не было. Возвращается весь в поту и говорит, он ушел за высоковольтную линию. И все. Приехали 2 снегохода. Он мне говорит, ты едь домой. А мы с тобой поехали, доберем на снегоходе. И угнали. Он спустился просто. Почти меня нашли. Тихо. Попал я ему как раз вот ниже глаза. Видишь? Вот ниже глаза. Вот дырка. 2 сантиметра от глаза. Вот дырка. Килограмм 10, наверное, 15. Где-то здесь обрезали вокруг, он не вышел. Теперь мы решили по следу пройти за ним.
Нет, все нормально. Молодец, молодец. Фух. Фух. Вот сейчас пиздец. Ко мне! Иди сюда! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Муха! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Муха! Муха! Ко мне! Ко мне, а что ты здесь? Хорошо, молодцы. Азат, хорошо. Хорошо. Этот медведь привык к лаю собак и поэтому ведет себя спокойно и не проявляет явной агрессии. Но это не значит, что он не смертельно опасный зверь. Муха, видя пассивность медведя, начинает вести себя все более агрессивно. И вот она уже практически наполовину пролезла в клетку. Еще чуть-чуть, и медведь схватит собаку. Муха! Муха, иди ко мне! Ко мне! Смотри, что, блядь! Убирай, Муха! Если бы не быстрая реакция Дмитрия, на которого отвлекся медведь, то муха поплатилась бы жизнью за чрезмерную храбрость. Ко мне! Ко мне! Ко мне иди сюда! Иди сюда! Спасая собаку на адреналине, Дмитрий и сам забыл об осторожности. Ко мне! Ко мне иди сюда! И лишь в последний момент чутье подсказало ему, что он на грани. Убирай. Умница, молодец, Муха, молодец. Ну что, ребята, вот так работают зубовские собаки. Конечно, это не реальные условия. Я думал, что здесь будет все-таки цепь, а здесь клетка. Но, по крайней мере, по клетке тоже хорошо работают и облаивают, и прямо вцепляются, то есть не боятся медведя. Но есть одно но. Дыра большая, и муха просто туда в клетку залезла, как бы медведица могла бы ее хлопнуть, короче. У меня аж все оборвалось, да? Что такая дырень, собака полностью туда пролезает. Медведица один раз ей по голове шлепнет, и все. Блядь, так это кабан, ёкарный бабай. Здесь будем его она одна не справится, она видеть его не видывала. Ну так что, увидишь, пойдет она, не пойдет. Ага. Иди сюда. Не порвет он ее? Нет. Молодец, хорошо, молодец. Азарт. Азарт, ищи. Хорошо, молодцы. Хорошо. Вдвоем совершенно другое дело, видите, что творят. Молодцы, хорошо. Хорошо они его держат причем за морду, не сзади подходят, а в основном за морду. Муха-то его и кусает. И Азарт, смотрите, как сразу же начал работать. Все-таки они вот в паре хорошо очень работают. Кабан вел себя спокойно, пока собаки его просто облаивали. Но вот муха кусает его за морду. Кабан рассвирепел, подмял ее и прижал к дереву. Неужели все? Мухе конец? В этот момент Азарт, что есть силы, вцепляется в сикача сбоку
отвлекая его от мухи. Кабан в ярости срывается с места и несется прямо на оператора. Вот это поворот! Но лайки подключаются через секунду после атаки кабана, спасают оператора своей контратакой. Во второй половине дня одному из охотников, Ильдару, все-таки улыбнулась удача. Да. Что там, кто? Ты молодец. Красавчик. И во второй день удача снова улыбнулась Ильдару. Работает, собаки. Собакам удалось выйти на лося. Туда, беги, туда. Я справа. Теперь их задача — попытаться остановить и закружить зверя, и удержать его на месте, пока охотники не подойдут на дистанцию выстрела. Не отвлекайся, собака, работает, подхожу. Лось в зоне видимости. Теперь главное произвести точный выстрел и не попасть в окружающих вокруг зверя собак. Все нормально. Молодцы. После этого Ильдар с собаками вышел на еще одного молодого лося, которого подранил другой охотник. Молодец. Отсюда, подожди, отсюда. В результате слаженной работы охотника и собак удалось взять и его. Нету его. Не стреляй так, подожди. Ты сейчас только напугашь и все. Сцепился, блин. Наш право уходит. Да, вправо. Вот он идет вправо. Сейчас не встанет хоть. Или вообще не становится. Можно.
Еще. Еще. Вон он стоит за коровами. Ревет, идет. Влево идет. За коровами встал. Рога тут торчат. Сейчас развернется. О, коровы расходятся. Вон он стоит. О, повернулся. Ну где? Он там. Вот, то есть примерно там же, где стреляли, чуть левее. Вот стоит. Вообще отлично стоит. Еще. Там же стоит. Развернулся влево. Влево идет, хромает чуть-чуть. Влево идет. Последний за коровами. Вон он идет последний, самый справа. Вот коровы основное стадо, и он справа идет. А он уходит. Метров 150, наверное. Он последний идет по лопате. Ага. Да, вон последний идет. Ну я не могу попадать. Ну тут уже около 200. Да блин, не могу я. Не вернется, наверное. Да нет, конечно, 2 раза стреляет. Ну, он раз стреляет. Да не попал по нему. Чтобы не рисковать, на утренней охоте Дмитрий использует свой старый прицел Сваровский Z6. Самка с детенышем. Эх, молодой самец. Ну вот это уже как-то радует. Это трофей. Спасибо. Три медвежонка. Значит, мать где-то рядом. Короче, мать с 3 медвежатами. Я стрелять ее не буду. Точно. 3 медвежонка на дереве. Если только нападать будет, тогда только буду стрелять. А так не буду стрелять. Сейчас надо как-то собак снять. По большому медведю не отработали. Зато медвежатам отработали. Ну как мать стрелять? Даже. Я туда не надо подходить. Я не знаю, как снимать собак теперь. Одна из самых опасных ситуаций на охоте, да и просто при прогулке по лесу, это встреча медведицы с медвежатами. Как слышите, прием. Как слышите, прием. Мать будет защищать своих детенышей до последнего и атаковать, если подойти слишком близко. Опытные охотники, поделитесь советом в комментариях, что бы вы делали в такой ситуации. Слышишь? Делает, пугает их.
Мать в любой момент может вылететь откуда угодно. Молодцы, молодцы, молодцы. Ничего себе там мамаша. Пошли, пошли, молодцы, молодцы. Ай, хорошая мамаша. Да, 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 да. Никто не будет трогать. Нет, нет, нет. Никто не тронет твое. Ай, молодец, молодец, мамаша, молодец. Ай, хорошая, хорошая, молодец, молодец. Никто не тронет. Нет, нет, нет. Мы хорошие. Не боятся, смотри, молодцы какие. Она накинулась, короче, на них. Молодцы. Пойдем, пойдем, не будем не будить лихо, пока она тихо. Не хочу я ее стрелять, жалко. Вот она стоит 30 метров от меня. А сейчас поведет, будет уводить от детей. Пойдемте, пошли, пошли. Пойдем. Молодцы, пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Ай, умницы, умницы. Пошли, пошли, пошли. Молодцы. Вот, видите, какая собака. Сказал, все, бросаем, бросили. Дерутся. Секач. Сейчас еще пойдут. Вон еще идет. Секач еще один. Или это мамка. Секач. С вышки. Охота так себе. На самом деле адреналин вот такой вот кабанчик выходит там поодаль. Сейчас буду выцеливать. Сказали, надо в глаз стрелять. Будем целиться. Пожелайте мне удачи. Давай, давай. Хорошо, все. Поехали потихоньку. Вот такая сейчас тундра, красавица. 17 минут первого. Это ночь. Глубокая. А здесь как будто другая климатическая зона. Так, идет переправа через ручей. Да. Давай, Дэн, давай. Дэн, ты чего? Ладно, надо было ближе подпустить.
Все, смотри, все. Все, готов. Есть. Саня, Красавчик, Санька, Саня вообще умничка, блин. Тихо. И второй. Да как он это делает, я понять не могу. Ну. Впереди 2 дня загонной охоты на лося. Это коллективная добыча. Но тем не менее, каждый охотник хочет добыть свой личный трофей. Лево, правую сторону, это тоже захватывай. Чего опять налево это все ушли? Правую сторону, центр захватывай. Там Леня справа самого. В какую сторону побежал? От тебя направо? Ну, получается, туда вниз, в район крыльца. Понял, что кого взял? Кто взял? Никого не взял. Взят еще один лось. Ай, молодец. Верька, иди ко мне, иди сюда. Иди, моя молодая, иди, моя хорошая. Заводи прямо туда, там отцепляйтесь. Хорошо, молодцы. Азат, молодец, красавец, молодец. Азат делает хват. Молодец.
собачки. Ну что, сейчас даст ему жути. Зверька хорошо работает. Загнала его в угол. Молодец, Беркут, молодец, молодец, молодец. Давай, папа. Останавливает, смотри, хорошо останавливает. Назад. Хватки делает конкретно. Нормальный сикачок. Смотри, 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 что делает. Что? Аразар! Азар! 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 Азар, ко мне! Ко мне! Азарт, ко мне! Ко мне! Азарт, ко мне! Ну, красавец. Работа, конечно, на пятерке. На, смотри. Азарт! Ага. Азар! Хуть! Иди, иди, Азар! Стоять! Вот цепь, вешай. Молодец, 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 молодец. Зверь, иди сюда. Это, зверька. Прицепи за это. Ну, ребята, вы все сами видели. Конечно, азарт дал кабану. Кое-как его сняли. Вот. Ну и зверька тоже работает. Свежие следы так и не удается обрезать. Значит, медведь залег. Этот зверь достойный соперник. Он знает, что по следам его легко обнаружить. В общем, закончилась наша охота. К сожалению, медведя мы не добрали. Проверили, объехали всю гору по следам. Ну а мы остались без огромного трофея. Это, конечно, жаль. Пойдем попробуем посвистеть рябчиков. Может, хоть рябчиков добудем. Неожиданно в лесу залаяли собаки. Собаки залаяли. Четко, в голову, в грудь. Ну, это тот самый Мишка. Но это он. Это тот медведь. Когда он просто на тебя летит, он у страха глаза, говорят, велики. Это правда. Но судя по клыкам, они уже желтые. То есть это такой, ну и он массивный такой медведь. Лет 6 ему точно есть. Для меня это такой пункт закрытый. Настоящее охотничье счастье.
Похоже, что кто-то подходит. Добить? Ну, добей, чтобы не мучился. С этой стороны обойди, постой. Аккуратненько только. Он сейчас перестанет биться, подожди, давай. Когда перестанет биться. Удалось взять вот такого вот самца. Да, это не трофейный экземпляр, но я и не стремился взять трофейный экземпляр, я хотел взять изюбря. Дмитрий отчаянный. Ему не страшно застрять в лесу, поэтому решено было попытаться проехать сквозь лес. 135 метров. Справа? Там справа туда надо, вон дорога идет. Опять сюда идет. Опять сюда идет. 200 метров. Просвет какой-нибудь. 200 метров. Это дистанция, что ли? Лес. Долго пойдет. Нет, прямо на нас идет. Так прямо на нас прямо. Стоит. Попали! Там азарт сзади. Второй раз подошел вот там, только ногу его увидел. Да хуй знает кто. Может самка. Рогов не видел. Ребята, азарт прямо на нас выгнал лося. 3 часа он его кружил. Подъезжали, подбегали, всяко. Короче, 3 раза я подходил к нему, он уходил. И потом объехали где-то километра 3-4. И вот встали, потихонечку подходили, и азарт прямо на нас выгнал. Ребята, я как в заповеднике побывал. Здесь столько лосей, просто умотаться. Лосей, кабанов, всего. Это какой-то адреналин. Лежит лось. Мои хорошие, молодцы, молодцы, молодцы. Это что-то потрясающее. Это что-то потрясающее. Я просто доволен. Это первый лось у меня с азартом. Тихо, мы идем.
Он же лежит. Единичкой стреляли, он уже взлетал, они на месте стояли. Даже и не понял, очень быстро все произошло. Взяли одного, достаточно нам. Попал, еще добавить просто. Он должен упасть. Есть. Попадание шеи. Должно быстро побежал. Шипок был точно. Первое попадание было, когда вот осталось. Он первый второй раз. Завалился, по-моему. Завалился, что ли? Завалился. Лежит. Лежит. Ну, вроде, ну, рогами крутит. Ну, лежит. Давай дайте минут 10 полежать ему. Наверное, надо дать ему полежать, я думаю. Конечно. Не получается, ага. Но если сейчас за ним бегать начать, можем и не догнать. Если бегать за ним начать, можем не догнать. Да. Может бегать. Вот видишь, хочет стать. Пытается, ага, не получается, головой крутит. Не может стать. В шею, по-моему. А? В шею или понятно, он побежал. Да бежи 3 раза попаданием. Большой медведь. Молодцы, 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 ребят, молодцы. Ну вот такой вот у меня получился первый мой самостоятельный медведь. Не возьму. Конечно, это не выдающийся трофей. Это двухлетка, мишка. Но зато мясо будет вкусное. Благодаря тому, что в этот раз с Дмитрием было несколько операторов, удалось заснять и то, что происходило на других лабазах.
Еще. Попал, но еще надо добавить. Стоп. Сейчас пока. Жопой. Спокойно, не торопясь. Есть, все. Ляпа, 3 ляпа было. С каждой минутой становилось все темнее, а значит, усложнились условия для прицеливания. Но вот около 22 часов на опушке появилось стадо кабанов. Так, видно мне. Так, ну я попробую, ладно? Хорошо. Сейчас он хоть голову может подымет там что-то. Ну смотрите сами, серьезно. Готов. Живой. Сейчас ждем. Живой. Но уже не убежит. Все. 30.06. Уже не убежит. Обычно не бегают. Смешались. С каждой минутой становилось все темнее, а значит, усложнились условия для прицеливания. Но вот около 22 часов на опушке появилось стадо кабанов. Заняв выгодную позицию, Дмитрий начинает манить.
Возьми. Ну вот. Вышел 5 минут охоты и все готово. Как-то так. Хороший козлик. Не успел, грубо говоря, выйти, и уже есть добыча. Рифат привез Дмитрия на ту же вышку Лабаз, что и вчера, так как счел ее перспективной, несмотря на то, что кабан уже был добыт здесь прошлым вечером. Егерь оказался прав. Как и в прошлый раз, около 10 часов вечера на опушке показалось небольшое стадо кабанов. Неужели промах?